Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. В этом видео мы с вами поговорим о 22 августе. Это у нас с вами будет необычное голубое полнолуние. Что ожидать от этого нам полнолуния, что нужно обязательно сделать, также что нельзя делать для того, чтобы не привлечь неприятности, проблемы, беды, и также как же сделать так, чтобы следующий лунный месяц прошел у нас с вами в изобилии, в достатке и финансовом благополучии. Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео, обязательно в комментарии под этим видео напишите: 22 августа принимаю изобилие и достаток от высших сил. Я богат и мир богат. Истина, да будет так. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация действительно важна. Итак, друзья, 22 августа днем в небе можно будет наблюдать необычное голубое полнолуние. Полная луна выйдет в небо 4-й раз за этот сезон, а значит, влияние именно этого полнолуния будет особенно сильным. Голубое полнолуние пройдет в 15 часов 2 минуты по московскому времени, и в этот момент Луна будет находиться в знаке зодиака Водолей, а Солнце будет находиться в созвездии Льва. И вот такое происходит реже, чем в 2,5 года. Поэтому не упустите возможности ощутить на себе влияние голубого спутника Земли. Но готовиться к полнолунию тоже стоит основательно. Несмотря на то, что такое положение звезд каждому принесет удачу, хотя сам день, именно 22 августа, будет для многих людей, к сожалению, непростым и сложным. Не зря 2 полнолуния в Водолее подряд. Видимо, всем нам, людям, нужно убирать все ограничивающие факторы. Поэтому именно 22 августа каждому из нас может дать мощный импульс для развития, запустить энергию минимум на ближайший месяц. Также 22 августа это отличное время для того, чтобы начать обучаться, погрузиться в какие-то новые технологии, начать изучать эзотерику. Все творческие люди будут особенно плодотворны в этот период. Поэтому обязательно ловите свою волну, находите свою нишу и будьте индивидуальны. Также, друзья, обязательно 22 августа открывайте все свои шкафы, коробки с вещами, меняйте, делайте перестановку, решайте вопросы, которые вы достаточно долго откладывали в свой ящик. И также постарайтесь завершить все то, что вы начали в прошлом месяце. Также постарайтесь разобраться и в своей личной жизни, и в дружеских взаимоотношениях. Пора расставить все точки над «и». Обращаем ваше внимание, что воздушный знак будет благоволить амбициозным людям, которые готовы менять свою жизнь к лучшему и избавляться от старых зависимостей или каких-либо привычек. Обращаем ваше внимание, что полнолуние в целом это будет достаточно прекрасный, чудесный, великолепный день для кардинальной перемены в любой сфере жизни, для занятия чем-то принципиально новым и значимым. Но, друзья, несмотря на то, что перемены будут это все к лучшему, именно 22 августа не начинайте что-то новое. Не забывайте о том, что полнолуние это все-таки мистическое явление, и оно влияет на нас, всех живых людей и существ. Поэтому постарайтесь именно 22 августа заняться какими-то своими насущными вопросами и не закладывать фундамент новой жизни. Постарайтесь в это время решать все свои какие-то незавершенные дела, и также вы можете обращаться в любые государственные организации, предприятия, то есть все бюрократические всевозможные процедуры пройдут достаточно легко и без помех.
Но обращаем ваше внимание, что в этом месяце полнолуние выпадет и еще на длинные выходные. И, скорее всего, кто планирует 22 августа идти на государственную какие-то предприятия, наверное, все не получится. Также удачно в это полнолуние начинать строительство, перепланировку или ремонт дома, а также заняться повышением своей профессиональной квалификации, карьерным ростом и, в конце концов, отдыхом. Что же нельзя будет делать в это полнолуние? Если вы не хотите прогореть с новыми делами или какими-то своими важными сделками, то стоит их перенести на другой, более подходящий день, потому что сильная напряженность скажется на неправильно принятых решениях, а в некоторых случаях даже может привести к спорам и разногласиям. Поэтому все запланированные встречи с друзьями или посещение каких-то массовых мероприятий на 22 августа лучше перенести. Повезет, если они просто сорвутся, намного опаснее, если они повлекут за собой череду всевозможных несчастий. Как мы уже сказали, в этот день все-таки постарайтесь воздержаться от общения. Также тяжелая энергетика все-таки этого дня не способствует налаживанию крепких контактов. Обращаем ваше внимание, что напряжение будет витать прямо в воздухе. Поэтому 22 августа постарайтесь этот день в одиночестве. Уделите внимание своим мыслям и чувствам. Также в полнолуние крайне нежелательно проводить операции с деньгами, брать и давать в долг, брать какие-то кредиты и делать крупные покупки. Также нельзя стричь волосы и проводить какие-либо сложные косметологические операции. А что же нам принесет удачу 22 августа? Вы можете разговаривать с людьми на любовные темы, особенно если вы их по каким-то причинам долго откладывали, и эти разговоры окажутся для вас успешными. Также встретитесь со своей второй половинкой и обсудите волнующие именно для вас обоих вопросы. Также постарайтесь заняться всеми своими неоконченными делами, до которых у вас давно не доходили руки. Обращаем ваше внимание, что новый день и новый лунный цикл лучше всего входить все-таки без старых долгов. Что же стоит сделать самое важное в этот день 22 августа? Это загадать желание в момент полнолуния. И для того, чтобы оно исполнилось, нужно подготовиться к полнолунию правильно. Постарайтесь навести порядок в доме, принять душ, надеть чистую свою одежду. Обязательно подумайте о том, что вы хотели бы в течение следующего лунного месяца, какие произвести изменения в своей жизни. Попробуйте избавиться от тревоги, от каких-то навязчивых и негативных мыслей. Когда вы успокоитесь и будете в прекрасном расположении духа, подумайте о том, что вы действительно хотите, о чем вы действительно мечтаете. И обращаем ваше внимание, что ваше желание, если вы будете говорить не искренне, не от сердца, не от души, то оно, к сожалению, может даже не исполниться. Поэтому обязательно именно 22 августа после 15 часов произносите свою заветную мечту. Обращайте также внимание на детали. Чем конкретнее будет ваше желание, тем больше вероятность того, что оно действительно исполнится. И последнее правило в полнолуние: никогда не загадывайте желания в отношении других. Это желание должно быть исключительно только о вас. Также постарайтесь записать ваше желание на листок бумаги, сверните его в трубочку и перевяжите ниточкой. Если вы будете выбирать нить красного цвета, значит ваше желание касается, например, любви, романтики. Если зеленая ниточка, это для ваших денежных и рабочих вопросов. Синяя или голубая, это желание о здоровье.
Обязательно еще проговорите свою мечту вслух. После этого спрячьте листок бумаги и достаньте его в полночь уже 22 августа и сожгите. И, друзья, обращаю ваше внимание, что если вы все сделали правильно, искренне, то были с добрыми помыслами, то обязательно ваше желание исполнится в самое ближайшее время.